Привет, подписчики и гости моего канала. Меня зовут Алик. Вы на канале TravelNRF. Я решил снять для вас серию видеороликов, в которых расскажу о плюсах и минусах курортных городов России и Республики Крым. И если вы еще не были на российских и крымских курортах, но хотите их посетить или даже переехать, то благодаря этим видео вы сможете определиться, какой город для вас будет ближе и интереснее. В этом видео я расскажу о минусах курортного города Анапа. Про его плюсы я уже делал ролик, ссылку на него оставлю в конце этого видео и в описании под ним. А теперь я выделил 5 его минусов. Плюсов у него много, но минусы, как и у любого города, конечно, есть. Некоторые минусы будут такими же, как у Геленджика, видео о котором уже выходило на канале. А я желаю вам приятного просмотра, но перед тем, как начать, я попрошу вас подписаться на мой канал, так как у меня много интересных видео, связанных с курортами Черного моря и другими городами нашей страны. И наш сайт обязательно посетите, там есть множество предложений для отдыха, ссылка в описании. Итак, первый минус связан с очень неприятным природным явлением. Это цветение водорослей в море. В летние месяцы, где-то с середины июля до сентября, море фактически превращается в зловонное болото. Образовавшуюся в результате цветения водорослей тину называют словом камка. При ближайшем рассмотрении она представляет собой массу из нитевидных водорослей с небольшим вкраплением водорослей пластичатой. Поэтому в адрес камки на самом деле не совсем верно употреблять слово цветение. Фактически водоросли не расцветают, а просто разрастаются. Причем разрастаются взрывными темпами. В оптимальных условиях кладофора способна за сутки удвоить свою биомассу. Для ее цветения нужны благоприятные условия. Мелководье, слабое течение и прогретая выше 24 градусов вода. Поэтому в центре Анапы камки больше всего. Очень жаль, что администрация города этим никак не занимается. Камка из года в год мешает полноценно отдыхать людям, приезжающим на курорт, в надежде на чистое море. На протяжении сезона камку то и дело прибивает к берегу и выносит волнами на песчаный пляж. Чтобы дойти сквозь эту суспензию до чистой воды, нужно преодолеть где-то пару метров, а где даже и более. В Анапе даже существует платная услуга. Молодые люди предлагают отплыть на катере чуть подальше от берега для купания, где уже нет камки. Но еще неприятнее, если тина успевает завянуть и стать темно-бурой. Тогда она начинает распространять неприятный серо-водородный запах, словно от валящихся креветок. Кто варил креветки, тот поймет. И я не говорю о тех уже вареных креветках, которые мы покупаем в ближайшем супермаркете. Хотя считается, что данные водоросли полезны для здоровья. Они вроде как помогают в борьбе со многими заболеваниями кожи и дыхательной системы. Но это, скорее всего, придумал и пустил слух об этом мэр Анапы. Как эту проблему можно обойти? Ну, например, уехать на пляжи сел Джимете или Витязево, расположенных примерно в 10 километрах от центра, и там вас ждет приятный желтый песочек. Или еще другой вариант – это пляжи высокого берега. Там они галечные, и проблем с водорослями уже нет. Еще добавлю к данной проблеме то, что глубина моря на пляжах курорта невысока, и чтобы окунуться, придется идти приличное расстояние. Вот на этой фотографии это как раз отчетливо видно, то, о чем я говорю. Хотя для отдыха с маленькими детьми это обстоятельство превращается в плюс. Второй и очень важный минус для тех, кто хочет переехать не только в Анапу, но и вообще в курортный город. Это практически отсутствие высокооплачиваемой работы. Продавцами в магазины «Магнит», «Пятерочка», «Красное и белое» – это пожалуйста. Другие же потенциальные места работы основаны на туристическом бизнесе. Из чего следует, что заработать какие-то хорошие деньги можно в курортный сезон, длящийся примерно с мая по октябрь. Если вы по образованию юрист, экономист, то работу по вашей профессии будет найти практически нереально. А если у вас медицинское образование, то шансы найти хорошо оплачиваемую работу значительно возрастают, так как в Анапе много санаторных учреждений, где имеется лечебная база, соответственные рабочие места. Также в городе много частных клиник. Есть большая городская больница и станция скорой помощи. Также вам будет несложно найти работу, если вы имеете профессии, связанные со строительством, или ремонтом квартир. Еще хочу отметить, что в Анапском районе находится несколько виноделин. Поэтому, если ваша профессия связана с виноделием, то вы можете попытать удачи и в этой сфере. Давайте для примера рассмотрим вакансии на сайте Авито. Поставив галочку на полный рабочий день и зарплату от 20 тысяч рублей, мы увидим очень много предложений за 20-25 тысяч рублей. Требуются уборщики,
помощники, парикмахеры и другие низкоквалифицированные рабочие и служащие. Таких предложений около 2000, можно листать до бесконечности, зато зарплаты указали честные. Вообще читал различные комментарии по этому поводу, что люди сейчас и таким деньгам рады. 25 тысяч, по сути, средняя зарплата по палате. Если хотите посмеяться или просто поржать, то можно открыть предложение с самыми высокими зарплатами. И кто там будет, как думаете? Начальники, бригадиры, директора? Нет, блин, таксисты и водители с личным авто. Ты серьезно? Обещание таких зарплат будущим таксистам — это просто вранье. Чтобы заработать такие деньги, надо сначала, не знаю, умереть за рулем или, как минимум, заработать геморрой или другие проблемы со здоровьем. То вряд ли получится. А вот такие предложения — это вообще просто мошенничество. В этом видео не буду объяснять данную схему обмана, чтобы не тратить время. Ролик и так длинный получится. Перехожу к третьему минусу, и в нем я хочу обсудить бесплатную медицину Анапы. Хотя, как вы понимаете, такой минус можно запихнуть в любой обзор любого города России. В видео плюсов курорта я упоминал, что это обстоятельство в положительном ключе. Говоря, конечно, о платной медицине. Здесь же немного другая сторона вопроса. Очень значительная часть местных жителей считает, что бесплатная медицина Анапы, мягко выражаясь, не на высоком уровне, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы в интернете. Побывав однажды в городской поликлинике или, не дай бог, в больнице, вы с очень большой вероятностью не захотите туда возвращаться. От слова «никогда». В поликлинике есть проблемы, связанные с нехваткой некоторых медицинских специалистов. Также есть жалобы на то, что состояние зданий, кабинетов государственных медицинских учреждений находится в плохом состоянии. Им элементарно требуется ремонт. Я вам свое личное мнение по данному вопросу сказать не смогу. По той причине, что я никогда не являлся клиентом бесплатных медицинских учреждений Анапы. Для примера предлагаю посмотреть пару отзывов людей, столкнувшихся с бесплатной анапской, бесплатной российской медициной. Сразу обобщу: отзывы в основном негативные. Например, вот такие. Грубое отношение персонала, скорая отказалась ехать к ребенку. Невнимательный персонал, стоит сделать ремонт в зданиях. Пригласить врачей, которые умеют лечить, поменять постельное белье, которое испачкано кровью, и больница требует перемен. Конец цитаты. И отдельно хочу выделить вот такой отзыв. Отвратительная больница. Врачи такое чувство, что с купленными дипломами. Если есть у вас возможность, везите своих близких в другие города лечиться, а тут только загубят и выпишут. Конец цитаты. Для объективности скажу, что есть и положительные отзывы. Тут, видимо, уже как вам повезет, на кого попадете, какое у медперсонала будет настроение, и другие факторы тоже окажут свое влияние на отношение именно к вам. Четвертый минус – это несколько обстоятельств, связанных с покупкой квартиры и со строительством новых ЖК. Вообще есть такое мнение, и я его разделяю. И опять же, это в целом проблема нашей страны, с которой США столкнулись еще в 60-х и поняли ошибку такой концепции. А наше правительство, как самые умные, наступают на те же грабли. Я говорю о современных архитектурных решениях при строительстве новых домов. И это как раз про Анапу. Большая часть строящегося жилья в плане дизайна навевает воспоминания о 90-х годах прошлого столетия. Это огромные ЖК, которые появляются просто в поле, сделанные из дешевых материалов, с ужасной слышимостью, почти как в фильме «12 стульев». Помните, наверное? Коля, ты дома? Опять к этому дураку гости с позаранку пришли. Наверное, из милиции. Да, к сожалению, именно так. Я уже не говорю про отсутствие нормальной инфраструктуры, и это, конечно, никак не украшает город. А всего лишь временно решает проблему с жильем, так как спрос на переезд на юг, конечно, очень высок. Они очень честные люди от недвижимости, и коррумпированные чинуши, дающие разрешение на такое строительство, просто зарабатывают на этом деньги. Большие деньги, строя настоящие муравейники. Среди всех городов Черноморского побережья Анапа лидирует по количеству долгостроев. Приобретать недостроенные дома опасно, хотя и некоторые уже сданные в эксплуатацию строения тоже. Часть объектов возводилась нелегально, поэтому теперь они подлежат сносу. Так, конечно, не должно быть в курортном городе. Вот, например, в Геленджике, правда, возможно, пока, не знаю, что будет, когда снимут мораторий на строительство, но пока строили красивые современные здания, а власти Анапы выдают разрешение на строительство уродливых типовых многоэтажек. Еще одно дополнение к данному минусу – это цены на недвижку. В 2020-2021 годах жилье подорожало почти в 2-3 раза. Соответственно, порог стоимости переезда в Анапу значительно вырос.
Причем стоимость иных объектов недвижимости совершенно не соответствует их качеству. Поэтому квартиры и дома нужно выбирать максимально аккуратно, иначе слив денег в неблагополучное жилье вам гарантирован. Вот такие цены актуальны на начало этого года. Однокомнатная квартира 4,8 миллиона рублей, двухкомнатная квартира 7,8 миллионов рублей, трехкомнатная квартира 13 миллионов рублей. В среднем цена за 1 квадратный метр вторичного жилья колеблется от 150 тысяч рублей до 220 тысяч рублей. Для домов цена квадратного метра это 80-85 тысяч рублей. И последний минус – это общественный транспорт и парковки, вернее отсутствие онных. По городу автобусы еще худо-бедно ездят, но это, как правило, маршрутки. А вот в Анапском районе есть населенные пункты, куда автобус не доезжает из-за того, что нет элементарно асфальтированной дороги. В других селах ходит только один автобус несколько раз в день, например, в 9, в 15 и в 19 часов. А это не маленькие населенные пункты. То есть люди, не имея собственного автомобиля, сталкиваются с проблемой отвезти и забрать детей из садика, школы, отвезти на кружки и так далее. Некоторые маршруты автобусов не заезжают в село Витязево, хотя это населенный пункт достаточно большой. Существует большая проблема с парковкой. Особенно, конечно же, в курортный сезон. Очень сложно найти место, где можно оставить свой автомобиль. А вот такси в сезон стоит дорого. Поэтому, с одной стороны, хорошо бы жить и отдыхать подальше от центра. И там народу поменьше, и вода почище. С другой стороны, если возникает надобность смотаться в центр, то будут некоторые неудобства. Особенно, если нет денег на дорогое в сезон такси. А на этом я заканчиваю. Надеюсь, данная информация будет для вас полезна. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените мои старания лайком, или дизлайком. Подписывайтесь на канал, я часто выпускаю актуальные, интересные видео. Ну а чтобы их не пропустить, включите, конечно же, колокольчик. Сейчас появятся ссылки и на другие интересные видео. Если хотите, можете глянуть и их. Да, и напоследок хочу сказать, что компания Travel.nrf организует туры в Армению, Грузию, по Краснодарскому краю и Кавказу, а также индивидуальные экскурсии на курортах Черного моря. Если вам интересно, ссылку с сайта оставлю в описании. Всем удачи и пока!